Всем привет! Меня зовут Нина Заславская, и сегодня мы продолжаем разбирать ваши работы, которые вы мне присылаете в директ. Хочу сказать вам, что уровень ваших работ прям очень хорошо вырос, и в этом выпуске я буду вас больше хвалить, чем ругать. Ну что, поехали. Итак, первая работа. Мы видим, что здесь очень плавный, красивый градиент, головка брови просто потрясающе выведена. Мне она очень нравится, хвалю. Но есть некоторые нюансы, пробелы в серединке брови. То есть, посмотрите, акцентное место должно быть как раз-таки на апексе, снизу бровки. А здесь, как мы видим, акцент немножко смещен ближе к головке. То есть вот здесь будет пробел как раз-таки на этом месте, где должно быть самое яркое место. Также мы видим небольшие недокрасы. Вот здесь, скорее всего, тоже, когда бровка заживет, будут пробелы. Поэтому потребуется коррекция. Конечно, на ней можно будет все поправить, но лучше не допускать таких ошибок и сразу все красиво и равномерно напылять. Также по форме брови, посмотрите, если провести плоскость, кончик немножечко смотрит вниз. Вообще, когда вы отрисовываете форму, я, например, при отрисовке прикладываю карандашик к кончику и смотрю направление, куда он смотрит. Кончик бровки должен смотреть на верхнюю часть ушка. То есть, если у вас такая открытая бровка, вы хотите создать лифтинг-эффект, например, работаете с возрастной дамой, хочется открыть взгляд, тогда кончик приподнимается и уходит выше точки головки, то есть прям вот так можно сказать. Если же это стандартная бровь, вы отталкиваетесь от своего роста волос, то в любом случае смотрите, чтобы кончик смотрел исключительно на верхнюю часть уха. То есть если ухо разделить пополам, ни в коем случае кончик не должен выводиться на нижнюю часть. Тогда уже получится такая грустная бровка. Итак, следующая работа, но здесь она, конечно, кардинально отличается от первой. Мы видим прям плотно нанесенный пигмент. Сейчас уже так не работает. Конечно, многие мастера говорят: ой, да нет, в нашем городе все хотят плотные черные брови. На самом деле это абсолютно не так, и я с этим не согласна. Именно то, что транслируете вы, такие клиенты к вам и приходят. Будете выкладывать такие брови, конечно же, к вам пойдут такие дамы, которые хотят вот такие плотники и крылья ястреба. Поэтому мы работаем легко, натурально и доносим клиентам то же самое. Здесь помимо плотной растушевки всей брови нет градиента, ну и форма немного такая волнистая. Посмотрите, вот эта линия, она постоянно куда-то уходит. Кончик, как мы видим, очень сильно вниз ушел относительно головки брови. То есть тут уже такой грустный взгляд будет. Причем со временем в любом случае у нас немного приспускаются веки, и это все опускается еще ниже. Здесь бы я выровняла нижнюю линию, ну и соответственно, конечно, кончик сделала бы более открытый, тем более форма этого позволяет. Верхняя часть брови тоже очень плотно нанесена, то есть хочется, конечно, видеть градиент, хотя я вижу, что мастер именно пытался изобразить градиент на головке и неплохо на самом деле ее вывел, но можно еще лучше, еще легче, и, конечно, нужно поработать над плотностью, работать более легко и не засаживать пигмент, потому что есть места, где пигмент действительно очень плотно лежит. Такие брови заживут, скорее всего, серым графитом. А мы двигаемся дальше. Следующая работа, которая мне очень нравится, я думаю, вам тоже. Все поверхностно проработано, но тоже, если, опять же, придираться, а мы любим с вами придираться, все-таки это очень важно в нашей профессии, мы должны все свои работы доводить до идеала. Посмотрите, вот здесь небольшой такой прогиб снизу, не очень ровная линия, хотелось бы ее поровнее вывести. Ну и небольшой вопрос к головке, то есть если верхняя часть прям такая легкая, воздушная, то нижняя, посмотрите, линии прям доведена до самой переносицы. Когда заживет, что будет? Вот эта часть совсем уйдет, а снизу будет как будто такой клюв, то есть заживет только вот эта одна линия, которую как раз-таки мастер достаточно ярко провел. Итак, следующая работа. Здесь тоже поверхностно все проработано. Цвет заживет хорошим, потому что нет никаких заглублений, но также и нет градиента, вот этой красивой растушевки цвета в начале брови. То есть тоже такая жесткая полоса, нет легкости и пудры на головке.
Вот. Ну и, конечно, можно было бы еще полегче сделать верхний край. Хотя видно, что верхний край более легкий, чем нижний, но можно еще поработать больше над градиентом, над легкостью и именно обратите внимание на головку. Не нужно ее делать такой яркой, плотной, она должна быть совсем легкой, должна уходить как будто в никуда и растворяться. Ну и следующая заключительная работа, мы видим, что она выполнена очень травматично, вокруг присутствует покраснение. И это не от того, что кожа чувствительная, хотя действительно такое бывает, когда чувствительная кожа от любого микроскопического прикосновения, бывает она краснеет, немножко сукровица выделяется, но здесь мы видим прям засаженные точки, вот они темные. И что с такими точками будет? Там, где вы засадили, там будут серые, синие пятна. Поэтому здесь нужно работать с более легким нажимом, расслабить свою ручку и прям легко поверхностно напылять. Не нужно делать очень много слоев, чтобы она была плотная-плотная. Если клиентка хочет плотные брови, во-первых, это не ваш клиент, а во-вторых, конечно, вы должны объяснить, что чем плотнее вы наносите, тем холоднее цвет будет по заживлению. Не нужно гнаться за очень плотными бровями, это сейчас далеко не тренд, как было раньше. Сейчас в моде легкость, натуральность, чтобы брови вообще не читались и не были плотными. Поэтому здесь нужно поработать именно над легкостью и над количеством слоев. Также мы видим, что кончик, посмотрите, какой плотный-плотный, он прям заканчивается треугольником. Чтобы бровка была красивая, нижняя линия, она, да, более плотная, но верхняя, она состоит из точечек, и даже на хвосте эти точечки читаются, то есть верхняя линия должна даже на хвостике быть легкой и пушистой, а не заканчиваться в такой жесткий треугольник. И тем более кончик не должен брать на себя основной акцент, он не должен быть сильно ярким, как здесь, потому что кончик у нас уходит в периферию лица, мы его видим подальше, и то, что мы видим дальше, все выглядит более размытым и более светлым. Самая выпирающая часть и самая яркая в напылении бровей — это как раз-таки апекс брови с нижней части. Вот здесь как раз нужен акцент, а не на конце. Поэтому в этой работе я бы сделала кончик посветлее и сместила акцент на серединочку. Ну что ж, все работы мы с вами рассмотрели, и я хочу, чтобы этот формат жил с нами дальше, поэтому присылайте свои работы на разбор, и мы будем разбирать только работы хорошего и среднего качества, чтобы вы повышали свое мастерство и выносили из этого еще больше полезностей, чем было до этого. Спасибо, что вы с нами, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!